Всем привет! Вы на канале Паркитосы, и мы сегодня снимаем тест-драйв обновленного УАЗ Патриот 2021 года. И сегодня попробуем разузнать, а что в нем там нового, интересного и какие фишечки предлагает УАЗ. Но так просто снимать же его неинтересно. Сравнивать, чего-то смотреть, обзоров и так много. А лучше, мне кажется, позвать ребят, фанатов марки УАЗ на своих Патриотах. А вот и пацаны подъехали. Приветствую. Привет. Рад, что у вас на ходу не ломается. Приветствую, Артем. Рад, что и твой УАЗ приехал. Правду говорят. Расскажи кратко, какого года? Что механика, автомат, что за двигатель? 15-го года машинка. Лучше расскажу, что она прошла. Ручка, естественно, механика. Она вот такой вот путь там проделала. Давайте подойдем. И действительно на ходу не сломалась. Минск, Бухара, Самарканд, Душанбе, Ош, Бишкек, Алматы и назад в Минск. И это какой получился пробег? Под 30 тысяч. Своим ходом? Да. То есть сразу села и поехала? Да, села, поехала новая. Патриот 15 года на механике, мотор ЗМЗ, родной, 2.7, стоковый. Из тюнинга у него колеса стоят не родные. Рулевой демпфер, он не стоял в базовой комплектации, насколько мне известно. Оснащен лебедкой и полный набор с шмурдяка трофейного, не трофейного, трофи-рейтного в багажнике. Пойдем капот откроем, посмотрим. Не, подожди, ты нам еще про свой расскажи. Про мой. Стоковый УАЗ на автомате, 2.7 ZMZ Pro, уже с обновленный мотор на 150 сил. Никаких блокировок, все родное. Колеса только поменял немножечко пошире, немножечко повыше. Шноркель, багажник для лишнего веса. И все. Ну что, ребята, я предлагаю начать наш обзор с двигателей. Сейчас откроем капот и посмотрим вообще вначале внешне, там чем отличается, да? Ну а дальше какими характеристиками. Я думаю, что обновленный вас удивит. Посмотрим. Это идеальный вариант, когда юзер не знает про машину ничего. Он сел и поехал везде. Ну внешне смотрите, ну. Что-то он так забрызганный маслом каким-то. Ну что в нем хорошего? Сколько пробег сейчас на этом двигателе? 50 тысяч прошел. Тюнинговая деталь, прошу обратить внимание. Это что за тюнинг? Чего? Это тюнинг... Носовой шланг. Носовой шланг. Да, смотри, компрессор стоит. Ух ты, ёх ты, мох ты, классная вещь. Это какая фирма? Беркут? Компрессор стоит, а блокировки нет. Можно было бы блокировку. Да, Беркут. Беркут стоит. Ну, короче, это УАЗоводы, которые все знают про свой автомобиль. Он у них не ломается, они капот открывают редко. Ну, Ты узнал, что сейчас у меня нет газовых. вот, я как бы хотел сказать, что вот это еще из того прошлого. Пошли глянем, который на автомате. Вот эта вот штука, что такое? Это бывший вход в фильтр. Я теперь через шноркель воздух забираю. Понимаешь? То есть ты сделал уже со шноркелем все по уму, да? Ну конечно, это не бутафория. То есть уже глубина брода у тебя по крышу. по крышу? Или моральной проходимостью заканчивается? По порожке?
Пока не намокнут. Хорошо, какой пробег сейчас у тебя? Пробег 30 тысяч. 30 тысяч пробег. Ровненько. Вчера разменял 450. А, хорошо. ТО проходишь Регулярно. регулярно. Какой интервал? Сделал нулевое ТО на 2000, потом через 15 тысяч и сейчас опять через 15 тысяч вот на 30-ке пойду делать ТО. Далее буду делать по 10 тысяч. Какое масло заливается? Родное, качественное. Какой... А никто не Макрон. знает, никто То есть не никто не знает. знает даже на УАЗе, какое масло заливается. Это спецзаказ, Это его да, привозят да. где-то с одной точки и просто говорят, это супер-пупер масло, 15 тысяч отхаживает, как бы это. И когда сливается, оно еще уходит где-нибудь дилеру у Лады, Конечно, заливает конечно. в Ниву это масло, да? На буханке там, кто по лесам ездит. Раз говорим про двигатель, с какими проблемами вот за 50 тысяч уже столкнулся? По двигателю. За 30 тысяч. По Да. двигателю проблем было... Никаких не было проблем. Масло он не жрал, работал ровно, по мере своей возможности. Были проблемы только шланги, у них есть вообще беда у всех УАЗов, они не очень какие-то качественные, они трескаются. У меня потекли, вот если видишь новенькие шланги, печки. У меня из-за них вытекло много антифриза. И машина начала перегреваться. Жена была за рулем, поздно спохватилась. 3 литра антифриза туда налил в итоге. Дилер все Ничего себе. устранил, да. Проблемы были мелкие. Вообще-то машина мелких проблем. Бачок омывателя треснул. Вытекла вся омывайка, ехал без воды. Это же гарантийный случай? Конечно. Они, Бачок кстати, меняет быстро или надо было тоже ждать месяц, там, заказ? они меня уже знают. Я позвонил, говорю, Денис, мне нужен бачок. Он говорит, хорошо, приезжай. Я приехал, попил кофе, мне поменяли, я уехал. То есть я там свой человек уже. Свечи родные? Да, конечно. То есть свечи родные, ничего не было, ничего. Ты пока, ты говоришь, шнуркель поставил, еще пока ее основательно не топил так, чтобы это уже было Я всё не в собираюсь тени. ее топить. Это же как бы гражданский автомобиль. Нет, 8 да. детей, потом салон сушить надо неделями. Нет, это не мой метод. Ну, я многих так слышал, это гражданский автомобиль, в стоке он лучше едет, а потом начинается... Все начинается со шнуркеля, я заметил. Потом дальше начинается такая моральная проходимость, Да. увеличиваться, и уже потом доходят до интерьера коврика, что нужно сделать глубже дырку или шире дырку в полу, чтобы вода быстрее уходила. Смотри, если говорить про настройки двигателя, я знаю, что у УАЗа есть тема, могут чипануть. Сам Могут. УАЗ может чипануть, а есть также супер-пупер прошивки от важных и нужных правильных людей, которые говорят, что на низах становится лучше, на холостых там едет вообще просто пушка. Есть какой-то чип сейчас? Сейчас никакого чипа нету, но вот Андрей Вербицкий чиповал свой УАЗ, и я на нем потом поехал на чипе. И вот он стал очень похож на ZMZ Pro по своим каким-то динамическим Пока не характеристикам. исключено, что взяли прошивку ZMZ Pro и залили в тот двигатель. Возможно, Pro и заключается в этой прошивке. Никто же не знает. Но в итоге едет он так же, как этот. Говорят, что если автомат чипануть, то за счет правильной настройки автомата и коробки, комбинации, он начинает ехать гораздо лучше и отзывчивее педаль газа, и гораздо он увереннее себя чувствует. Но я не знаю, я пока не делал. Но, как все УАЗоводы говорят, не хватает немножко мощи. Момента скорее не Момента, хватает. да? То есть да. вот хочется чуть больше. Хочется чуть больше, но опять же, это как со шноркелем. Чем больше мощи, тем глубже и дальше Но мы ты едем. согласен, что вот раз мы говорим про чипы, что все отмечают, снижается расход? Или ты веришь в это или нет? Нет, не верю. Не, возможно, как мне сказал дилер, как добиться расхода по паспорту. Ставим вот такие колесики, снимаем все вообще вокруг, едем 80 км в час по трассе, по ровной трассе, без ветра, без дождя. Получаем расход по паспорту. Но нам это не А интересно. какой расход по паспорту? Что там 12,7, по-моему. А на самом деле у тебя получается... У меня я замеряю по заправкам, четкий Ну да, расчет. тут же специально, наверное, не указывают, как все УАЗы, Да, да. расход, чтобы ты не волновался лишний раз. Да, уже в этом году, в 2019 году уже не было показания расход, было просто остаток топлива. Да. Значит, ему верить все равно нельзя, он показывает абы что. Я замеряю по заправкам, и я уже вот попал в диапазон 4,8, 5,1, 15,1, 14,8, 15,1. Этот расход Ты на него рассчитываешь? смешанный, я в нем уверен. Это смешанный цикл, я уже замерял его много-много раз. И по трассе, кстати, по трассе он не сильно меньше у меня жрет. Возможно, за счет всего этого обвеса. Колеса большие, он едет Но парусность. это еще надо отдать, что он на автомате. Да. Это я еду 90 на круизе. Механика-то гораздо экономичнее. Не уверен, автомат шестиступенчатый, механика на 5-й передаче будет Пошли ехать. тогда буду... На более повышенных буду вас оборотах. удивлять обновленным УАЗом. Смотри, вот ты внешне замечаешь отличия? Нет.
если честно. Я тебе даю наводку. Ну давай. Так как машина новая, да, чище пока. Чище, вопросов нет. Она и пахнет вкуснее в салоне. Как? Наводку. Мальчик, мальчик, я тебе говорю, иди сядь, понажимай кнопочки. Сядь в машинку, там кнопочек много. Наводку дадите. Вот бачок, видишь? Вижу. Наверное, модифицированный бачок. Ну, наверное. Я думаю, что обращение к дилеру по треснутым бачкам и дилер учел и поставил новый бачок. Ну, обращений было много, 100%. Они уже были готовы к этим обращениям, имели в запасе. Молодцы. Смотрим, допустим, видишь силовой кабель, который ты говоришь. Видишь, это все пока еще родное, да? Ну, мне тоже, наверное. Все, дилер сразу помечает все свои хомутики, сразу помечает. Потому что как только ты приедешь к нему с какой-то проблемой, он сразу может сказать, хомутик не тот. Мне, знаешь, что еще Здесь было? пока еще в новом видны плюсы на аккумуляторе. Видишь? Да. И сразу-то, когда спрашивают плюсы УАЗа, открывай капот и показывай. Вот он и этот плюс. плюсы. Вот он, хороший красный плюс. Все готовы? Тогда даю отсечку. 3, 2, 1, поехали! Первый. Ты снимаешь? Да ну нахер. Только головой в потолок не въехать. Как я вас сделал? Мы коптер потеряли. Приехали на лужу, которая еще подо льдом девственно, еще никто не ездил. Ну и сейчас проверим, как едет, наверное, обновленный мы сюда загонять не будем. Жалко его бамперов, все-таки это сток. Хотелось бы посмотреть, как ездит уже машина более модернизированная, более подготовлена для оффроуда. Сейчас посмотрим, как поедет УАЗ Патриот 2015 года на механике, который подготовленный под оффроуд. Сейчас глянем, что он может в этой луже. Он прямо на всех парах набирает скорость. Вот, ему тут тяжеловато. Ох ты! Жалко бампер. Номер! Номер! Номер не сняли! Стой! Стой! Стой, номер! Уплыл! Все, номер уплыл. В который раз совершаем одну и ту же ошибку. Номер закреплен на все болты, висит намертво, не оторвать руками. Но как только заезжаешь в воду, он просто по какому-то мгновению шух и уходит. И вот обратно допустили такую ошибку. Сейчас в надежде на то, что мы нащупали его, вот сейчас будем доставать, будет операция спасения номера. Надо предупредить Андрея. Заодно идет контент 18+. Мужской стриптиз в воде, в луже на оффроуде. Еще такого не было, просто пушка-гонка. Холодно будет. Без кого? Да? На таком адреналине. Здесь адреналина будет. А он сейчас думает, что как этот номер восстанавливать, это неплохо становится. Ну что, счастье? Деть, мы нашли твой? Поверни, твой хоть? Ура, мы его нашли. Посмотри, он обломанный или помятый? А? Вы понимаете, какой сейчас? Дайте 100 грамм. Чаю, мы нальем сейчас чаю. Для следующих тест-драйвов, для ребят, которые поедут сюда кататься и, наверное, забудут, как и мы, снять номер, оставляем палку и скалку, вот в этих корчах будет лежать, поэтому, ребята, удачи вам в поиске. Мы нашли впервые на покатушках паркетосов, впервые нашли за первые 10 минут номер. Не пришлось раздеваться всей толпой и несколько часов искать. А я больше скажу, что не всегда мы этот номер находили, потом приезжали еще полдня с металлоискателем искали. Поэтому цените свое время, снимайте номер. Абсолютный рекорд по поиску номера. Опыт уже куда деваться, опыт.
Ребята, вы видели сами, на стоковой резине вот буквально не хватает. Конечно, можно было бы газ в палас, но все-таки машина тестовая. Жалко у нее немножко бампера, порожки, поэтому попытались мы выпрыгнуть. Вот здесь такая небольшая, можно сказать, канавка. Вот. Но вместе с тем сейчас глянем, как едут машины уже на другой резине. Сейчас поедет тоже механика на Гудричах. Ну вот, Гудричи. Все, как будто мимо ехал по асфальту. Вот сейчас УАЗ на автомате, у него стоит Goodyear Wrangler АТ-шка. Ну все, вот стоит АТ-шка, и машина выезжает с любой лужей колеи. Заезд двух УАЗов. Один на механике, другой на автомате. Что-то на автомате не хочет заезжать. Ну, вот заехал. После того, как мы не смогли покорить лужу, оказалось, что ребята-то проезжали на режиме 4L. И я вот сейчас перед горкой решил этот 4L режим опробовать. Но, к сожалению, он у нас не включается. Не знаем еще почему, сейчас будем разбираться, поэтому горку брал просто в режиме 4H и с включенным оффроуд режимом. Машина вообще заехала легко, даже вот на стоковой зимней резине. Я заезжал на пониженные 4L на автомате с включенным режимом оффроад. Колеса, естественно, у меня пошире, побольше. Ну тоже ж легко зашла, вообще без проблем. Да, без проблем зашла. Все хорошо. Завели машину, попробуем включить режим 4L. Начинает моргать клавиша, кнопочка на панели 4L, но ничего не происходит. Ваня, Ну. вот у меня вопрос к УАЗоводу. Вот как пришла любовь к УАЗу? Совершенно случайно. Однажды я остался без машины на какой-то период времени, и мне нужны были колеса. Подвернулись знакомые, которые дали покататься у вас. Вот этот, собственно, который мы видим. И это была любовь с первого взгляда. Вообще, ВАЗ — это брак по любви. Это вообще не по расчету машина. Она имеет множество нюансов. Но однажды я в нее влюбился. В итоге через 3 года я сам пришел к ВАЗу, долго вынашивал эту мысль, идею, хотел, думал, сомневался, потому что есть много но все равно победила. Чувства победили. Почему автомат? Надоела механика, во-первых. Во-вторых, убедился сейчас опять в этих горах о том, что он правильный. Он к этой машине, он ей подходит. Он правильно использует весь потенциал мотора. На коробке механики очень сложно это исполнить. Ну там надо быть действительно Надо быть мастером, чтобы понимать, где больше, где меньше, где отжать, где поджать. Все правильно. Во-вторых, автомат, удобно по городу ездить. В общем, по этому поводу. То, что я заметил во внешке, это только решетка. Кстати, ты не прав. Решетка хромирована идет у механической коробки передач. Так называемый Shadow Line у автомата. Тогда получается, что ж обновилось. Обновилось, меньше диодов горит. Видно, перегорели. Видно, да. По бамперу, форма бампера одинаковая. Не знаю даже, что сказать по обновлению. Тонировку сняли. Зачем совершенство переделывать вообще? Учитывая, что его стихия, это, конечно, нет, когда плохие дороги, когда бездорожье, и чтобы его можно было починить в полях. Но я не верю тому, что современный владелец УАЗа, купив новый УАЗ, будет чинить его самостоятельно. Вот у меня даже вопрос.
Вот как часто ты на своем УАЗе заезжаешь на СТО? Ну, к дилеру, я имею в К виду. дилеру заезжаю, ну, на обслуживание каждые 15 тысяч. И еще где-то каждые 5 тысяч на замену бачка, замену патрубка. На такие мелочи. На регулировку замка дверей. А, даже такая тема. Ну да, кстати, в новом у нас, мы заметили, дверь немножко хуже открывается. Вот в старом ручки просто чпок да, и заходят. Даже дети сказали. Да, потому что здесь в этом новом вот пассажирская дверь очень сложно открывается. А ты свой УАЗ у дилера что-нибудь делаешь? Нет. То есть ты уже делаешь все самостоятельно? Сейчас мало ездит. Вот еще такой в момент, у меня вопрос. Вот при покупке нового УАЗ Патриот в максимальной комплектации, у нас это люкс премиум комплектация максимальная. Вот с чего обычно УАЗоводы начинают обновление? Резину на АТ. Ну, не каждый. Не каждый. Хорошо, то есть, ну, может быть, первое время покатается, да? Антикор ты уже сказал. Обязательно. То есть антикор обязательно. Сделал антикор. Дальше начинаешь играться с резиной. Ну, многие, насколько я знаю, делают хорошую шумоизоляцию. Еще добавляют шумоизоляцию. Да. То есть уже в обновленном она вообще хорошая. Ну, То есть много можно ее не А бывает. ты добавил себе шумоизоляцию? Нет, я не То есть ты добавлял. пока шумоизоляцию Нет, не буду. не добавлял? Я люблю, когда свистит багажник, урчит шноркель, шумят колеса. Ну, она дарит Хорошо, такие шноркель, эмоции. установка шноркеля. Это ну как стоковый, это УАЗовский Да, шноркель? да, УАЗовский шноркель. Сколько стоит удовольствие установить шноркель? Ну, я покупал у частной организации, он стоил 158 рублей. Установили. Шноркель 158 рублей. Да. У дилера он стоит гораздо дороже, что-то там чуть ли не под 800 Установка. с установкой. Установка стоила багажника и шноркеля там рублей 300. А багажник какую цену? Купил бэушный 500 рублей. То есть бэушный 500 рублей. Да. Это тоже УАЗовский какой-то, идет под УАЗ заточен. Это родной, это с версии Экспедиция. У них была такая версия оранжевенькая, красивая очень. Вот это их багажник. Хорошо, колеса ты поменял, шноркель ты поставил, экспедиционник поставил, шумоизоляция. Не делал. Шумоизоляцию не делал, антикор вернее стоит. Да. Что еще? Ну, еще камеру хочу поставить. У меня версия без камеры, ее прям не хватает. Ну, все же отмечают, что камера, вот, кстати, в обновленном я и хотел сравнить с твоей камерой, потому что когда мы ездили на тестовом УАЗе с автоматом, я не могу вспомнить, были ли вот эти вот, как называется, линии, когда поворачиваешь Были. рулем. Артем, есть. Даже есть старая версия. Потому что мне показалось... Они не поворачивают, они статичные. А у меня поворачивают. Уже в новом, вот я Там статичные. Да, а я вот хотел вспомнить, думал сравнить, у тебя нету камеры. Потому что, не знаю, могут меня поправить потом в комментариях, но здесь она уже есть. Но вот эта вот камера, она, замазывается просто в момент. Я понимаю, что это УАЗ, но она замазывается в момент. У тебя есть ключи с собой от машины? Да. У нас есть машине. функция классная. Я сейчас покажу тебе, а ты подумай, зачем она нужна. Клевая тема. Еще даже задние спускаются. Теперь думай, зачем. Проветрить жаркий день. А я вам еще одну расскажу функцию. Когда были дожди, а потом резкие морозы, замерзли все двери. Я, значит, завел машину, открыл эти все окна, завел машину так вот в окошко и стоял, игрался с этим замком, пока он не откроет мне дверь. Хорошо, так для чего, а как поднять? теперь? Никак, заводите, подумать. А для чего тогда спускать? Не знаю. Ну вот такая функция. Не, подожди, у меня было в Ауди, выходишь как парень Даже, с машины, да, чпок, и вопросов все нет. пошло Они в закрываться. обратную сторону забыли. Да. Переключатель сделать. А вот эта клавиша, Это бибип делать. Когда хулиганы на парковке ходят возле твоего... такой немаловажный вопрос у меня. Учитывая, что ты катаешься с детишами, да, вот один из принципов выбора моего был, когда я покупал автомобиль именно для семьи, это, конечно, повышенные вопросы безопасности. Это чтобы все подушки были в круг и тому подобное, учитывая, что все-таки мир непредсказуем, мало ли что. Но, допустим, в УАЗе есть у водителя подушка airbag, у пассажира. Да. Все, в лоб тебе бахнуло подушкой. Все. У задних пассажиров. Задних пассажиров подушки нету, но у них же есть изофикс. Если у тебя ребенок сидит в хорошем детском кресле, то он довольно... Ну, это если изофикс ты поставил. Да. Но другой момент. У современных автомобилей, что связано с безопасностью, выпадают здесь шторки, которые не дают стеклу рассыпаться и тому подобное. Вот один из таких моментов УАЗ, либо там автомобили импортного там производства, да, конечно, УАЗ это для души, ты правильно сказал.
но когда ты будешь садить семью, ты уже как бы вот Знаешь, моменты, ну, наверное, на бездорожье, в лесу эти все системы безопасности никому не нужны. Тут либо голова на плечах, хорошая Да, резина, да. и лучше ехать еще с одним УАЗом, который, если что, подвезет запчасти и поможет тебе дернуть динамкой. Но нужно учитывать, что на Тойоте ты можешь ехать на круизе 140 по автобану, а на УАЗе я еду 80. И самое интересное, наверное, у меня кривые руки. Мало того, что 4L не включил, так и на этом не смог включить, и на механике не смог включить круиз. То есть нажимаешь круиз, моргает и пишет «недоступна функция». Что-то какие-то трамблы все-таки, мне кажется, с электроникой. Возможно, возможно. У них есть небольшие нюансы. Вот если ты обратил внимание, головное устройство, по моим данным от дилера, оно не подключено к блоку управления двигателем. Но очень часто она выскакивает ошибками наподобие «проверьте уровень масла». Вот, у меня выскочило, Да. я на горку заехал, думал, все, не хватает масла, а там проверь красным. Да, да, страшно. И еще перегрев двигателя срочно заглушите. Я завожу машину в минус 10, только утром сел, она мне говорит, перегрев двигателя, срочно обратитесь к дилеру. Я позвонил дилеру, говорю, что делать? Он говорит, ничего, не делай. обращай внимания, она сейчас успокоится и потухнет. Ладно, короче, растрынделись мы тут про УАЗ. Нечего его рассматривать, щупать, трогать. На нем нужно ездить там, где нет дорог. Поэтому поехали, покажу тебе тут интересные места. Ну, поехали. Резины не хватит. Проехать-то проедет. Вот резины может не хватить. Ну что, друзья, пришло время воспользоваться динамкой. Будем сейчас спасаться. Не получилось на этой резине выехать. Немножко побуксовали, но машина тестовая, поэтому жечь сцепление не хочется. Будем выезжать с помощью другого УАЗа. Колесо УАЗа после небольшого оффроуда, где мы не смогли выехать. Нигде мы ничего не цепляли, обычная грязь, резина, вы видите, полностью слик. Все полностью сликовая резина. Да, и вот грязь это замыливается и все. Зимой, наверное, да, сейчас снег больше выпадет, будет ехать хорошо, но вместе с тем мы не смогли выехать сами. Сейчас вот тоже УАЗ на механике, на правильной резине. Я думаю, что у него будет и 4L режим включен, и он спокойно, как без всяких проблем проедет. Ну вот, вы видели. Вот. Чуть-чуть уже буксует. Друзья, напишите в комментариях, вот какого цвета вы бы хотели купить себе УАЗ, либо он у вас есть и вам нравится этот цвет. Черный, белый, там серый, красный, не знаю, может там как экспедиционники красивые, там экспедишн оранжевые. Вот мне, допустим, мой топ сейчас вот синий цвет. Я очень доволен, что сейчас новый обновленный УАЗ, тоже их фирменный цвет синий. Вот какого цвета вы хотели бы выбрать УАЗ? Конечно, вы можете написать в комментариях, что лучший цвет для УАЗа это грязный. Или цвет оффроуда. Но вместе с тем мне будет очень интересно. Теперь вы можете видеть, что видит водитель УАЗа. Конечно, видео не передает тех ощущений, когда ты не знаешь там глубины, либо видишь большой лед. Но ехать всегда на УАЗе интересно. Лед уже разбит, кто-то уже катался, так что мы спокойненько проедем легко. Не знаю, как вы думаете, ехать в эту лужу, либо не ехать?
Какая глубина, никто не знает. Будем пробовать? Поехали. Лужа как лужа. Глубина небольшая. Парни, ну как раз сегодня вот проехали на 3 разных УАЗах такой лайт маршрут. Было кое-где посложнее. Были моменты, где мы все-таки поехали в объездку. Но я вначале, допустим, скажу про стоковый вот тестовый УАЗ. Что касается механики, вообще никакого дискомфорта не было. Включаются передачи плавно, сцепление мягкое, чувствуешь ход, ты понимаешь, где как отрабатывает. По маршруту трудностей только не хватало резины. А так машина выезжала, пробовали различные режимы. Сейчас машина ехала в основном в 4H. Отключали, включали оффроуд режим. Но, к сожалению, как бы мы ни старались, режим 4L мы так и не включили. Ну, наверное, не было того бездорожья, где нужен был этот режим. Хорошо, парни, вот мне еще понравилось, как едет УАЗ на автомате. Потому что все-таки человек допускает ошибки, нажимает там педаль неправильно, еще чего-то. А вот на маленьком газу тихонечко педальку, она просто едет сама к радиоочистительному режиму. Да, 100% ты прав. Через педаль невозможно ощутить, что происходит под машиной максимально точно. Автомат это чувствует гораздо быстрее раньше. И где нужно, он гасит, где нужно, он помогает проехать. И я ехал ровненько за тобой, наблюдал, как носила твой УАЗ. А при этом сам я никаких усилий не прилагал. Ни ходом, натяжечку, тихонечко. Просто выкарабкивался из грязи. Поэтому я думаю, что автомат в этой машине гораздо более эффективен. Хорошо, Артем, вот машине уже 6 лет, 7 лет сейчас будет. Вот ты не говорил нам про поломки этого УАЗа. Какие были самые серьезные поломки? Слушай, ну серьезных поломок я, честно скажу, даже, скажем так, самих собой не было. То есть нанесенные травмы бездорожьем были. Был вроде разбит кардан, там еще что-то такое были такие серьезные. Вот. А сказать, что были серьезные такие эксплуатационные, сами какие возникли, не было. По мелочам все то же самое, вот, что Ваня говорил. Еще могу сказать, вот про этот режим вы не включили, он не получилось включить 4L. А у нас он включился и, могу сказать, великолепно, просто тянет великолепно, особенно на горочке, когда мы вниз спускались, то есть просто придерживал руль. То есть полностью машина на первой передаче, отпущено сцепление, тормоз я ни разу не нажал, то есть она просто на этой понижаечке спокойно с горочки спустилась, ощущение просто великолепное. А если в целом говорить, вот УАЗ, на что можно поменять УАЗ? В соотношении цены. В соотношении Ни цены. на что. В соотношении цены ни на что не поменяешь.
Нива, может, была бы конкурентом, но размеры не те, все равно комфорт не тот для ежедневной эксплуатации по городу. Поэтому в этой цене нет ему равных. Выше уже там Рубикон было бы интересно поюзать какой-нибудь. Ну да, если говорить про цену автомобиля, то, наверное, конкуренции до сих пор нет. Хотя вот мы обсуждали, что цена с годами подросла и в долларовом эквиваленте, причем довольно существенно. Но, тем не менее, все равно в ценовом диапазоне, наверное, конкурентов просто нет. Парни, желаю, чтобы ваши УАЗы не ломались, чтобы всегда был там полный бак, вот, и машина просто радовала и давала вам те эмоции, которые УАЗ умеет давать. На любой трассе, на любом бездорожье, в любом лесу, в любом болоте он едет, за рулем едешь, кайфуешь, поэтому спасибо за эту совместную покатушку, спасибо вам, что вы не бросили наш УАЗ обновленный, вот, поэтому сейчас будем выезжать с этого поля. Мы сегодня сделали такой любительский тест-драйв, сравнили обновленный, назовем так, УАЗ, ну, там с натяжкой большой обновленный, УАЗ на механике, УАЗ автомат и УАЗ старого поколения. Проверили различные режимы, покатались по лесу, покатались по бездорожью, попробовали горки. Старый УАЗ вообще самый отважный, попробовал даже взять большую лужу, но потерял номер и решили больше не рисковать. Сегодня погода нас не совсем радует, хотя она вообще менялась с весны на осень, на зиму. Подписываемся на канал Паркитосы, ставим лайки, пишем комментарии. А мы вам говорим, до новых встреч! Вот есть такая небольшая прямая, правда это не пересеченная местность, старый разбитый военный асфальт. И вот сейчас попробуем сделать засечку просто на телефон, разгон 0-100. Погнали! Ну что, держим 2500 оборотов, да? Готов? Давай отсечку нажимай. Ты давай отсечку нажимай. 3, 2, 1, старт. Асфальт ровный. Летим. 86, не разгоняется больше. Опасно, 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 опасно. Держись. К сожалению, не получилось. У нас 0-100. Выехали. Асфальт закончился.